Этим вечером в элитном ресторане «Дель Мэр» в центре Майами было людно. Белоснежные скатерти, тихая музыка, улыбки вежливых официантов да в перчатках. Все в этом месте, казалось, создавало атмосферу роскоши и утонченности. Гости ломились от нарядов. Дизайнерские костюмы, изысканные вечерние платья и крупные бриллианты сверкали при каждом движении. Все пришли сюда, чтобы насладиться изысканной кухней, провести деловые встречи или устроить романтические вечера. Среди всех этих светских людей никто не сразу заметил женщину, которая вошла одна. Она была простой, но элегантной. На ней было светлое платье, не слишком внушительное, даже несколько скромное по сравнению с окружающими. Она не обременяла себя макияжем, что в таком месте выглядело как неуместная простота. Ее звали Клэр Уотсон, и она пришла сюда с целью, которая оставалась тайной для окружающих. Клэр заняла столик у окна и, потянувшись для того, чтобы расслабиться, приготовилась к ожидаемой встрече. Ее наполнило тихое волнение. Она мечтала о романтическом ужине, который должен был стать сюрпризом от ее мужа, Джеймса Уотсона, миллиардера, известного в таких кругах. Однако прошло всего 5 минут, как к ней подошел администратор с натянутой улыбкой и холодным голосом. «Простите, мадам», — начал он. Его тон был неумолимым. «Но у нас сегодня полный зал. Боюсь, вы ошиблись заведением». Клэр удивленно посмотрела на него. Она попыталась объяснить, что у нее забронирован столик, но тут же почувствовала, как его взгляды отталкивают ее. Ее даже не проверили в списках. И, сдерживая растерянность, она начала понимать, что ее слова не имеют никакой ценности в этом ресторане. «Простите», — пробормотала она, пойдя к выходу. На ее пути стояли другие гости заведения, которые с любопытством наблюдали за тем, как ее проводили к выходу. Несколько из них даже сдерживали смешки. Клэр, подавленная, ушла, не сказав ни слова. На ее лице расплылось впечатление досады и унижения. Она побрела по освещенной набережной, чувствуя себя совершенно потерянной. Ночь прошла, но утро принесло с собой неожиданный поворот судьбы. На глазах у удивленных сотрудников к дверям ресторана подъехал черный кортеж, состоящий из Rolls-Royce и нескольких Escalade с охраной. Из автомобиля вышел мужчина в строгом темно-синем костюме. Его знали почти все деловые круги города. Джеймс Уотсон, миллиардер, инвестор и владелец сети гостиниц и недвижимости. Под его строгим взглядом администратор вспомнил, что день назад он выставил жену этого человека за дверь. Недостойно отнесся к ней. Немедля Джеймс прошел в зал с холодной решимостью в глазах. А Клэр шла рядом. Ее простая фигура была контрастом к стильно одетым людям. «Это моя жена», — резко произнес Джеймс, когда они подошли к официанту. «И я хотел сделать ей сюрприз, романтический ужин в ресторане, который, как оказалось, недостоин ее присутствия». Администратор, увидев влияние и силу мужчины, начал оправдываться. Он сбивчиво извинялся, уверял, что это недоразумение, что он не был в курсе, и бормотал о полной занятости зала. Однако Джеймс даже не взглянул на него. Его внимание было сосредоточено на Клэр. «Завтра ваш ресторан узнает, как дорого стоят такие ошибки», произнес он, не поднимая голоса. После этих слов Джеймс повернулся и пошел к выходу, крепко держа Клэр за руку. Его жена следовала за ним. В ее глазах светилась благодарность, но она не могла избавиться от чувства унижения. Ресторан окутал воздух неопределенности и шепот. Гостям было интересно, как развивались события. А для менеджера заведения открывались темные перспективы. История быстро разлетелась по соцсетям. Сотрудники, отзывчивые к недопустимому поведению своих руководителей, начали в свободное время обсуждать эту ситуацию анонимно в комментариях. Репутация Дель Мэр рухнула, как карточный домик. Постоянные клиенты начали отказываться от брони. Партнеры приостановили сотрудничество. Известные критики, заметив, что происходит, открыто поддержали Клэр, высказывая свои мнения о том, как в условиях современного бизнеса не должно быть места предвзятости.
Клэр, наблюдая за всей этой ситуацией со стороны, пребывала в каком-то затишье. Она продолжала жить своей повседневной жизнью, скромно и с достоинством. В ее сердце оставалось спокойствие, несмотря на общественное внимание. Она знала настоящую ценность жизни. Это не внешний блеск, а то, как ты ведешь себя, когда никто не смотрит. Месяцы шли, и ресторан продолжал катиться вниз. Со временем заведение закрылось тихо, без шума и пафоса, с табличкой «Арендуется». Весь Майами загудел о том, как женщина, стоявшая в стороне, смогла вызвать множественные перемены, просто сдержавшись. Ее история стала символом борьбы с предвзятостью и стереотипами в обществе. Прошло еще несколько недель, и в самых неожиданных местах Клэр стала иконой. Ее история вдохновляла людей. Положительные отзывы сыпались, как из рога изобилия. Ее голос звучал где-то в социальных сетях, на мероприятиях, и тут уже она не оставалась в тени. Ее уважали за мужество, и многие подчеркивали, что никаких внешних блестящих атрибутов не нужно, чтобы быть человеком с большой буквы. В какой-то момент ее стали приглашать на интервью, и Клэр во время одной из бесед поделилась своими мыслями. Настоящая ценность не в том, в чем ты одет, а в том, что ты несешь в своем сердце. Необходимо помнить, что предвзятое суждение исчезает, когда кто-то решает заглянуть за границы внешнего вида. С каждой новой встречей она становилась все более уверенной в себе и продолжала вносить свет в эту историю, словно ренессанс новой женской силы и поддержки. Разговоры о том, что внешность не должна определять личность, растиражировали ее идеи по всему миру. На ее пути открывались двери, и жизнь постепенно становилась гармоничной. В некотором смысле Дель Мэр остался в прошлом, но в этом был и особенный смысл. Ресторан стал символом изменений в обществе, наглядным примером того, как неприметная женщина способна изменить отношение целого города, изменив его светофор с красного на зеленый, вдохновляя своей решимостью. На всех мероприятиях, куда бы Клэр ни приходила, ее по-прежнему окружали цветы уважения и любви. Люди подходили к ней с вопросами, с запросами, и она отвечала открыто, делая акцент на создании взаимопонимания. Ее жена-миллионера на мгновение перевернула свои роли, и это был момент истинной силы. Клэр решила использовать свою популярность на пользу, создавая фонды поддержки женщин, которые сталкивались с предвзятостью и недопониманием. Она начала проводить мастер-классы, делая акцент на необходимости внутренней силы, на том, как важно заботиться о себе, а не о внешнем облике. И несмотря на все ее успехи, ни разу ни с одной единственной ноткой упрека не прозвучало ни слова о ресторане, который когда-то закрыл свои двери. Клэр понимала, что настоящая сила находится в прощении и личном развитии. Она была рада тому, что судьба так повернулась, и что благодаря одной неправомерной ситуации она обрела настолько много. В груди ее горело желание продолжать жить, развиваться и помогать другим. Ее день стал полон новых возможностей. Она активно принимала участие в общественных инициативах, взрослела с каждым опытом, а ее присутствие оставляло заметный след в сердцах каждого, кто с ней пересекался. Не забудьте, что настоящая ценность не в одежде и внешнем блеске, а в том, как ты ведешь себя в ситуациях, когда никто не смотрит. Эта история стала важным уроком для многих и превратилась в символ силы и стойкости Клэр, позволив ей оставаться верной самой себе. Вот такая удивительная история. Впереди еще много интересного.